Now welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Radioactive, radioactive. Radioactive. Привет! Сегодня мы вместе идем на концерт Imagine Dragons. Люди прилетают на него со всего мира, а я просто могу поехать на городском автобусе. Прелести жизни в Милане. У девушки рядом на щеке написано название их альбома. На самом деле осознание того, что это такое событие, на которое люди летят с разных стран, а я просто могу приехать на автобусе, подогревает желание на него попасть. Проезды все перекрыты задолго до места проведения концерта. Я не думаю, что я прилетел бы сюда специально ради концерта. Я так обленился, что я даже на финал Лиги конференции на завтра не полетел. Но когда рядом, можно и сходить. Чтобы мы не заблудились, присутствует навигация. Видите, указатель, что на концерт нам направо. Хотя, в принципе, по движению людей и тому, где они находятся, это абсолютно очевидно. Я, кстати, приехал сюда без билета. Так что могу выбрать сейчас, на какой вход я пойду, но билеты есть в свободной продаже, так что это не проблема. Вспомогательная инфраструктура организована. На самом деле, это мой первый влог с популярного концерта. Я понимаю, что будет нелегко, потому что музыка — это авторские права, YouTube очень тщательно за ними следит, поэтому мне надо будет как-то это все снять так, чтобы и вам было интересно, и YouTube это пропустил. Но будем компенсировать это все моими историями, рассказами. Я, может, вам сам спою. Believer. Нет, я этого делать не буду. Музыку хорошую вы можете послушать и без меня. Но вот прочувствовать эту атмосферу фанатов, спецэффекты, какие-то истории, это все будет. Концерт проходит на ипподроме Милана, и я уже был на этом ипподроме. Как-то тут был концерт The Weeknd, и у меня очень девушка хотела на него попасть, а я не уверен был, получится у меня или нет. Я купил ей с подругой билеты, но они, по-моему, по 80 евро тогда были. А сам думал, что не пойду, а в последний день решил, что пойду, когда я их уже подвез к концерту, у меня получалось. Но я не очень любил The Weeknd, поэтому мне не хотелось покупать билеты, или я не помню, их не было в продаже. И я думал, может, как-то зайду без билета. И в итоге, я подождал часть концерта и ближе к концу зашел через выход и оказался на концерте. Я говорю, мне не очень был важен концерт The Weeknd, но чисто формально я на нем, получается, побывал, причем, на самую кульминацию. И по сути я прослушал тогда весь концерт The Weeknd, просто я был не возле сцены, а подальше, где бесплатная зона, в принципе, тоже все было слышно. Мне кажется, вот эти люди, которые тут отдыхают возле входа, возможно, они тоже уже пришли слушать концерт, просто они не пойдут дальше. Стоит любезный стюард, который рассказывает, где тут вход в золотой круг, где красный вход. Вот это вход в золотой круг, в принципе, по-моему, это самые дорогие билеты, что есть в продаже. Раз уж я тут, возьмем, наверное, их. Golden Circle, золотой круг, стоит 115 евро. Это на 30 евро дороже, чем обычный вход, но это будет ближе к сцене. У меня же теперь ответственность перед вами. У нас должны быть хорошие места, чтобы вам было все хорошо видно. 125 евро вышел билет с доплатой за то, что он электронный. Это стоило 2,50. Кто мы такие, чтобы экономить 30 евро? Надо не экономить, живем один раз. Система входа как на стадионах. Вначале вас там запускают. Тут вы попадаете в очередь. Как обычно, соседняя очередь движется быстрее, но это правило жизни. На входе вас проверяют металлодетекторами. Безопасность на уровне. Плотный досмотр сумок, рюкзаков, чтобы вы ни в коем случае свою водичку не пронесли. Кстати, я пить хочу, я так спешил на концерт, что не попил по дороге. Парня, например, не пустили с большим пауэрбанком. Примерно вот таким. Но лайфхак: всегда кладите пауэрбанк под телефон и заносите в руке, а тогда не смотрят. Тут проверяют билеты. Мне всегда любопытно, как люди бесплатно проскакивают. И потом на меня надели браслет Golden Circle, что я имею право в доступ в зону под сценой. Тут и полиция, и скорая, все на страже. До концерта с такими генераторами поставили лампы освещения. В общем, умеют делать мобильные концерты. По поводу авторских прав на музыку, вы знаете, я вообще считаю, что эта вся история с авторскими правами, она достаточно сомнительная. Но я с Одессы, у нас пиратство в крови, морской портовый город, так что будем делать все возможное. Вам тут сразу предлагают пиво по 10, напитки по 10, вода по 4. И пытаются поймать вас на покупку мерча. Но я не фанат. Но эта очередь, кстати, не за мерчем.
Это очередь за другими удобствами. Вон там худи по 120, футболочки по 55. Как вы думаете, мы встретим сегодня кого-то тут в футболке Интера или Милана? Я бы мог прийти. Люди ждут начала концерта, и вот уже виднеется сцена. Знаете, как когда заходишь с горы, это все смотрится по-особенному эффектно. Людей немало, это 40 минут до начала концерта официального. Понимаете, что начаться он может и попозже. А это очередь за едой. Ну, хорошо, что я перед концертом плотно перекусил у своих любимых китайцев. И это за едой, а не за напитками, потому что вот воду продают практически на каждом углу. И я думаю, что я воспользуюсь этим предложением. Такая водичка, 4 евро, только за наличные можно. Хотя у него, кстати, смотрю, другая вода. Тут, видимо, все индивидуальные предприниматели. Но пить надо очень осторожно на концертах и на массовых мероприятиях, потому что не очень хочется стоять вот в этих очередях. Ну вот она, условная граница, хотя в принципе реальная. Вот там стоят люди за 85 евро, а вот тут стоят люди за 125 евро. Возле сцены тоже есть бары, но туда очередь побольше, потому что там еще есть еда. Начинаем мы тут, но я думаю, что ради вас надо пробраться куда-то поближе к сцене, правильно? Хотя я, честно говоря, не самый наглый человек, я скромный парень, мне будет тяжело пробираться вперед. Вот люди тут с подстилочками, у них вообще, можно сказать, вип-места лежачие. Я бы, может, тоже так смотрел бы, не подумал об этом. Что вы скажете? 130 евро за часик послушать музыку, это много, мало. Почему люди ходят на концерты? Это все можно посмотреть на ютубе, послушать с телефона. Почему все сегодня здесь? Десятки тысяч людей. Ваше мнение? Ну и футбол ведь тоже можно посмотреть по телевизору. С правой стороны тоже есть бары, но так как я заходил слева, может, входы в основном там, я вот подумал, что справа будет проще подойти к сцене. Я ведь главный фанат Imagine Dragons. Кто должен быть возле сцены, если не я? Ну, на самом деле нет, я не самый большой фанат, но раз уж я тут. Вот это вот лавирование между людьми перед концертом в попытке подойти поближе к сцене, но это тоже отдельный вид спорта получается. Мне кажется, отсюда уже обалденный вид, но вы же знаете, всегда может быть лучше. Чтобы вы понимали количество людей, при том, что началом концерта еще не пахнет. И по моему опыту предыдущего концерта люди заканчиваются очень далеко, там где-то сзади. Вон где-то там зеленые надписи «Мерч», вот, мне кажется, там уже стоят люди. Мне на самом деле обычно чуть неловко идти вот самый вперед, потому что я парень высокий, и я понимаю, каково это низким людям стоять за мной. Но если будет возможность, я все равно передвинусь. В конце концов, чей-то низкий рост, это не моя вина. Говорят, у Imagine Dragons одни из самых крутых живых концертов. Вот напишите, кто у вас вот в топе, не знаю, топ-5, топ-10 исполнителей, на чьих концертах вы хотели бы побывать вживую. Не поленитесь, напишите. Мысли материальные, визуализируйте. Вот если вы представите, на кого вы хотите, то это уже часть к тому, что вы туда попадете. Вдали есть вип-зона. Как вы думаете, где смотреть лучше? Поближе к сцене или вот там вот в випе? Мне кажется, на концертах все-таки ближе к сцене, атмосфернее как-то. Это она подошла креативно к вопросу маркетинга. Если бы я до этого бы не купил, я думаю, я обязательно взял бы именно у этой девушки. Иногда думаю, ну можно же пойти чуть вперед стать, но мне тогда девочка эту жалко будет. Поэтому я стою за самыми высокими парнями в толпе, но я-то все равно выше. Я настолько высокий, что вот эти не самые низкие люди сзади попросили меня чуть-чуть подвинуться, чтобы им было лучше видно. Вообще, в стиле итальянского законодателя было бы логично запретить походы на концерт высоким людям. Ну, я бы их понял. Начало заявлено на 9:01, 9:08, и похоже, мы начинаем. Ну, я, понятно, я ответственный, я для вас снимаю. А что потом с этими видео делают вот эти все люди, которые снимают? Пересматривают ли они когда-то те концерты, которые они снимают? Я, честно говоря, даже немного стесняюсь снимать, чтобы не быть похожими на вот всех этих людей, что снимают концерты. Но такая жизнь. Не осуждайте людей, вы всегда можете оказаться в такой же ситуации, которую вы раньше осуждали. Прям глаз какой-то, большой брат наблюдает за вами. Толпа влюбленных фанатов. И сотни интересующихся телефонов.
Staying up these nights, drinking everything. I got nothing without you. Пошел ближе к народу. Can I please come home? В своей пастве. Вы смотрите на экране, но я тут тоже на экране посматриваю. This night is for you. May your heart be open. May your mind be free. May you Вот как feel пастырь, видите? May you feel Откройте everything in it. сознание, откройте сердце. Шоу сумасшедшее. Ой, это знаменитый трек. Девочки с плакатиком, и там, по-моему, украинский флажок впереди. Он, кстати, поддерживает Украину. Got this feeling I don't know where I'm losing all control. Is this magic in my bones? One, two, three. Thank you for singing with us when you're low. Thank you for singing with us when you are happy, when you're sad, when you're angry. Thank you for growing up with us. You are always us, and we are you. Thank you for being Imagine Dragons for all these years. We love you, we love you. Выучил даже пару слов на итальянском. Говорит, грация миле. This is our night. Спасибо. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger than I'll admit. I'm just Чувствую себя таки в соборе каком-то. Посмотрите на витражи. Можно ли это назвать иконой? Или вот это? Надувные шары пошли в дело. Там тоже прилетело. Сейчас вам прям в камеру может прилететь. Take me to the beach. Nothing but a penny, never walking on a leash. Everybody praying for the end times. Everybody hoping they could be the one. And I was born to run. I was born for this. Whip, whip, run me like a race horse, pull me like a rip. Go. Dan Reynolds for Imagine Dragons from Las Vegas, Nevada. Кстати, он из Лас-Вегаса же родом. Там умеют делать шоу. All eyes let you down. Effortless and still. Приятно видеть человека с зажигалкой в этом цифровом мире.
Помните, раньше все зажигалки доставали, а не фонарики? Идите по фонарикам. Фонарики заканчиваются где-то там, в районе высоток, мне кажется. Ну, я когда был в прошлый раз, я был где-то в той части, да, и там очень далеко все. Что поменял носки и выкинул их в толпу. Хотели бы себе как презент? А сейчас просто пошел в толпу. I love you. Теперь мы где-то на пляже, Open видимо. seas, we sailed with souls allied. Trust me, darling. Babe, I'm a bad Я, кстати, все еще стою за двумя самыми высокими парнями в толпе, ну, чтобы другим не мешать. Но вам снимать сложнее. Рамка у него всегда меняется. Чувак прямо будто из мальчишника в Вегасе такой, типажный. for anyone telling you off the wrong way. You'll never be in love till you break your heart. You gotta face up, you gotta get yours. You never know the top till you get too low. Can I tell you an embarrassing story? Okay, don't tell anybody outside this room. It'll be our little secret. Well, I haven't even told the guys this, actually. У нас с ним секретики. Well, when I was in high school, I entered a battle of the bands. Do you guys have those here? Well, I hate them. It's like a lot of bands get together and then they play and then everybody votes about their favorite and the worst. And well, it was my first time being in a band and I was a freshman in high school, so I was 14. And my favorite song was this song that we're about to play. And we entered the Battle of the Bands and we lost. But look at me now. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words to say. Promise you. Вынесли ему барабан, и он будет барабанить, как фанаты на стадионе.
за барабаны сел, он точно из ультрас. All following the saints, we see are made of gold. When your dreams all fail in the ones we had are the worst of all, and the bloods will stand. I wanna hide the truth. This is my kingdom come. This is my kingdom come. This is my kingdom come. To travel all over the world, and everywhere around the world, I always see somebody who holds up a sign that says, "You have saved my life." I just want to tell you something. You have saved my life. You have saved my life. You have listened for so many years. You have given me a direction. You have given me a point to stick to. You've helped me to be sober. You've helped me to find myself. You've stood up for me. You helped me as a very young kid find something to believe in. When I lost faith in everything, I found faith in music. I found faith in connection with people. Thank you for this. I can't express to you what this means to me. So I just want to say, you have saved us. We have not saved you, you have saved us. Thank you for listening. Thank you for being with us. We love you. We're walking the А зрители кепочку какую-то поднял. eyes.
Here's Imagine Dragons. Take it away, guys. I mean, my primary goal is to make the best music I possibly can, and only when it's really mine can I really give it to anybody else. I think the goal of the band is just, let ourselves keep playing music, keep doing what we love as long as we can. To bring our music to as many people as we can, to make people happy, to make people have something to listen to when they're sad and to connect with it, to make a career of doing what we absolutely love. Deepest emotions. It's the quickest way to reach someone. It's the quickest way to connect with someone. I know of no words that I can say. After the party and people all fade, but I miss you when you're gone. Just yet, don't fall. We love you. We love you. We love you. We love you. Through crucible and trial, a purpose meant. Я вам эту песню вначале уже спел. In the flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, the blood in my veins, oh. Вроде как концерт закончен, а может и не закончен. Кто знает, всегда интрига. Но никто не расходится. Все ждут еще песен. Но слабые уходят. Ну все, начали рассказывать, какие станции метро закрыты. Получается вроде как конец. Видите, на бис не будет. Ну, Уругвай будет закрыт, если что имеете в виду. Но тут такие названия станций. Ну, Сан-Сиро будет работать, и Лампуняна, мы две родненькие. Приехали люди со всего мира на концерт. Вот, собственно, зона, где он гонял. Прямо кто стоял в первых рядах. Кстати, был прям личный контакт, можно сказать. Ой, посмотрите, кому-то стало плохо, но врачи на месте. Ну, тут не суетятся, достаточно быстро всех выгоняют с ипподрома. Ну, люди тоже домой хотят. Нормально тогда конфетти насыпало. Как говорится, все хорошее имеет свойство заканчиваться. Это был крутой концерт, но он подошел к концу. Но, я думаю, не наш влог. Сейчас продолжим. Воду, кстати, хранил весь концерт, чтобы не дать слабину и не покинуть мое хорошее местечко. Это такой вам лайфхак. Пейте после концерта. Сейчас ушла просто как в сухой песок. И обратите внимание, что как для после многотысячного концерта тут очень чисто. Это радует. Ну, вообще, вы знаете, музыка у них очень позитивная, добрая. Поэтому мне кажется, что и люди здесь сегодня собрались достаточно светлые. А это трибуна ипподрома. Были когда-то на скачках? Я вот не был. Но как-то интересовался. Видите, вон сцена, вон черный забор, это который отделял обычные билеты от моего золотого круга.
ну, почти золотого миллиарда, видите, вхожу, ну, тут все, по сути, входят, получается. И вот людей было аж до самого-самого конца. Видите, там в конце палатки, вот судя по следам пребывания людей, вот до самого конца все было забито. Концерт был на самом деле вообще огонь. Видите, даже пожарные подъехали. Лайкните, подпишитесь, а то я как представлю, как я это все дома буду монтировать, так чтобы еще и YouTube не забанил. Знаете, вроде всего момент. Ник, что такое 2,5 часа на дистанции нашей жизни? Но не именно ли такие моменты мы потом будем вспоминать на старости и рассказывать внукам? После концерта, конечно же, пешее шествие до метро. Жаль тех, кто решил поехать на машине. Я как-то девочек вез тогда на The Weekend, и потом на машине очень долго приходилось выезжать. Уже час, наверное, прошел, люди просто с парковки не могут выехать. Я, кстати, на этой парковке обычно паркуюсь, когда езжу куда-то на Фликсбасе, вот там вот Лампуняно. Я очень рад, что я начал снимать YouTube, потому что, во-первых, я вчера провел отличный вечер, потому что я был на встрече фанатов Интера на митинге по поводу билетов. И там просто меня узнал итальянец, который знает русский, который подписан на мой канал. И мы провели отличный вечер. И сегодня об этом концерте я тоже узнал благодаря моему подписчику Валере, который сегодня шел на этот концерт и мне написал, что он идет. И я такой, о, точно, надо пойти, Imagine Dragons, мне нравится. Поэтому YouTube творит чудеса, я очень благодарен тому, что я это все делаю. Спасибо, что смотрите, комментируете. Кстати, прокомментируйте, если вам понравилось. Ну, на метро, кстати, тут тоже пробка приличная. Вот девочки стоят, ждут метро. Вот полиция контролирует, чтобы агрессивные фанаты Imagine Dragons не начали драться за очередь в метро. Но люди спокойные. Еще и вход свободный сегодня, видимо, после концерта. Просто пока что люди не помещаются в этот поезд, но хорошо, что я не спешу. Приехали на Дуомо, это мой любимый выход из метро. Ну, посмотрите, как прекрасно выходить тут из метро. Ну и, кстати, с подписчиком Валерой сейчас дальше будем гулять, потому что мне нравится после каких-то мероприятий еще гулять по Милану. Тут, кстати, тоже какой-то концерт готовится на днях. Знаете, жить в Милане только по концертам. Ходи себе и ходи. А это очередь на посадку на такси. В Милане катастрофически не хватает такси, но муниципалитет не выдает новые лицензии. Ну, концерты, как и футбол, заканчиваются в кебабной. 3 часа ночи, двигаюсь домой. Надеюсь, вам понравился этот великолепный концерт. Надеюсь, мне таки удалось его смонтировать, и YouTube не забанил, и вы все это увидели. Ну, если вы смотрите, значит, я думаю, что увидели. Спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, нравится ли вам такой формат с концертами и обычной жизнью. Не забудьте лайкать и подписаться, если вам понравилось. Спасибо. Goodbye.